Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам мини-орхидеи. Те, кто смотрит мой канал постоянно, знают, что я очень люблю мини-орхидеи, и у меня их действительно много. За моей спиной есть орхидеи, которые посажены в горшки лодочки. Вот в такие лодочки калипсо 2-литровые я сажаю по 3 орхидейки. У меня 7 таких лодочек. Помимо этого растут в небольших горшках Арте 0,6. Когда я покупаю такие мини-орхидеи, для того, чтобы адаптировать их, я пересаживаю их в перлит. Но в перлит я пересаживаю чаще всего орхидеи, которые с плохими корнями и с плохими черными шеями. Часто такие орхидеи мы покупаем зимой, потому что стаканчик маленький, идут очень влажные, и вот пока они к нам поступают, доезжают, приезжают, все становится черное и гнилое. А летние орхидеи, ну, по крайней мере, в этом году, были просто замечательные. И новые появились сорта. Названий, как всегда, у них нет. Очень редко у меня орхидей бывают названия, но мы знаем фиолетовую королеву, крэмбери чачу. Еще какие-то есть названия, но появились новые. Вот я показывала вам вот эту желтенькую орхидею. Она ароматная, она действительно ароматная. Нет у нее названия. И еще 2 орхидейки, которые я покупала в этом году, 2 месяца назад примерно. Вот эта орхидея была похожа на крэмбери чачу, но у нее язычок другой. А вот эта орхидея, я даже их приблизительно подписала, она похожа на взрослую орхидею. Да что ж такое, все. Все, лежи. Она похожа на взрослую орхидею Рембрандт. Расцветка похожа. Я их так подписала, чтобы знать, что это за орхидейки. И вот эти орхидеи, купленные 2 месяца назад, были в хорошем состоянии. И корни, и шеи. Ничего не было на них черного. Поэтому я их после покупки не стала их адаптировать в перлите, а сделала посадку в керамзит. 2 орхидейки я немного основания намазала неразбавленным Максимом. Вот эта орхидея и вот это. С этой орхидеей вообще ничего не делала. Просто пересадила и все. И давайте посмотрим, какие корни растут у этих орхидей в горшках. Вот корни одной орхидеи. И пошли корни расти от шеи. Здесь не видно никаких молодых корней, но корни есть, но их не видно, но она еще цветет. А когда орхидея цветет, ей бывает еще не до корней. И у этой орхидеи молодые хорошие корешки. И от шеи тоже. За это время каждая орхидея выпустила по 1 молодому листику. Все стоят с новыми листиками. А это прямо цветун. Обычно мини-орхидеи больше 2 месяцев не цветут. Но есть такие долго цветущие. У меня одна есть, которая доращивает цветонос, цветет уже, наверное, месяцев 9. При этом она выпустила новый цветонос. Конечно, у меня орхидеи есть тоже исключение из правил. Вот эта орхидея цветет и доращивает цветонос 9 месяцев. Еще раз цветет и доращивает. Цветет и доращивает цветонос 9 месяцев. И там опять есть бутончик. Но при этом она выпустила новый цветонос. Бывают и такие
цветунии. Но чаще всего 2 месяца, и цветочки все сбрасываются. Зато они цветут часто. Они могут и 2, и 3 раза в год процвести. Поэтому, сделав вот такой эксперимент, я купила еще 3 мини-орхидеи. Ну, разные, новые появились орхидеи. Это очень интересно и очень приятно. Вы, наверное, все время слышите кота в камеру, потому что он просто лежит под камерой. Я купила Dusty Bell. Я вам их показывала. Было 2 таких у меня орхидейки, но одна была для дочери, одна для меня. У меня осталась вот эта. Одна такая желтенькая. И одна была светленькая, но нет на них никогда названий, поэтому не знаю их названий. Тоже приблизительно 1,5 месяца назад куплены, но это чуть позже, эти 2 чуть раньше. Я их не стала разбирать, понимая, что вот у этих 2 корни плохие, а у Dusty были хорошие. Просто хорошие корни, их видно в горшке, они чудесные. А у этих корни плохие, сейчас будем разбирать и все увидите. Но эти 2 орхидеи тоже начинают выпускать по одному новому листику. Я их хочу точно так же, как и эти, пересадить сразу в керамзит в горшки. Но при этом вот эти 2 орхидеи я хочу обработать корни в Максиме, потому что действительно большое количество гнилых корней. А когда гнилые корни, нужно помочь орхидее в росте корней, а Максим, помимо того, что он фунгицид, который делает на корнях пленку при обработке Максимом и при просушке корней, получается пленка, защищающая корни от проникновения патогенной микрофлоры. Поэтому вот эти мы 2 обрабатываем, Dusty Bell разбираем, просто сажаем. Но вот эта орхидейка, у нее не очень была хорошая шея, она уже обработана Максимом и начала пускать корешок. Поэтому здесь все уже пошло и без этого в рост, но на всякий случай корни орхидеи будем обрабатывать. Торфстакан двойной, как всегда. Вот гнилые корни. Вот эти торфстаканы, это, конечно, зло. А когда в больших орхидеях большие корни, которые не касаются торфстакана, там все не страшно. А здесь приходится поливать этот именно торфстакан, а он очень долго держит влагу, поэтому корни загнивают. А сейчас при высоких температурах это происходит очень быстро. Не просыхают они так, как нам бы хотелось. Посмотрим сейчас, что у нас останется от этих корней. У мини-орхидей всегда мало корней в горшках, даже если они в идеальном состоянии. Но какое-то количество корней есть все равно. Раскукленный только один, который растет сверху. У меня даже не раскукленный, он просто начал расти. Так, это одна орхидея. Так, давайте разберемся со второй орхидеей. Вот здесь более видно, что
намотан 1 торфстакан. А внутри есть еще один маленький торфстаканчик, в котором она и начинала расти. Он очень просто убирается. Да, здесь тоже гнилые корешки. Гнилые корешки я убирать буду, а тяжи буду оставлять. Это весь гнилой виламент снимаем, а тяжи пусть остаются. Ну вот такой тяжек, конечно, отрежем. Так, ну какие-то корни есть. Вот эти 3 орхидеи, которые я сажала, у них было примерно такое же количество корней. Естественно, растущих корней не было. Вот сейчас вы видели в горшках, что они начинают расти. И в горшках вот от этих старых корней пошли новые расти корни. Ну, давайте разберем парфюмерку. Вот с парфюмеркой все лучше, значительно. У нее сам корень начал расти. Я имею в виду с парфюмерной фабрикой. Да, стебель — это парфюмерная фабрика. И что удивительно, здесь в торфстакане присутствуют еще и частички перлита. Здесь корни хорошие, даже переживать не за что. Если мы просто ее пересадим. О, даже корень белый, но растущий. Все шикарно. Самое главное — не повредить эти корешки. Поэтому достаю этот торфстакан маленькими кусочками. Торопиться нам некуда. Прямо скрипит перлитик под пинцетом. Ну, вам, наверное, этого скрипа не слышно, потому что Сёма говорит, что без музыки Сёминой нам никак. У парфюмерной фабрики вот эти фласочные листья я сразу убираю. Во-первых, здесь он сломан. И, естественно, он становится уже желтым. Он нам нужен не будет. Сначала я все 3 орхидеи корни промою под водой, а потом будем 2 из них обрабатывать в Максиме. Итак, 3 орхидеи. Одна из них шея была намазана Максимом. Вторая никаких не было обработок. И третья тоже без обработок, с растущими корнями. Корни
начали расти после покупки. Эту мы просто посадим, а две вот эти обработаем, поставим в Максим, обработаем корни Максимом 30 минут. Я развела Максим. Я часто рассказываю, как я это делаю, в этом нет ничего сложного. Максим вот такой, 2 мл на литр воды. Я не пользуюсь Максимом Дачник, потому что он по-другому разводится, он более сильный, он для газонов. Поэтому если вы не можете найти такой Максим, можете использовать Максим Дачник, но там разводить надо 1,3 мл на литр воды. Орхидейки маленькие, в моей кружке поместятся обе. Даже с листиками, с шеями, с листиками совсем погружаю в Максим. Пусть они постоят здесь. А в это время, пока пройдет полчаса, я посажу вот эту маленькую орхидейку. Фирма Алиана, но они не пишут объем горшка. Но можно понять, что по сравнению с RT 1,6 они чуть больше. По-другому. В серединку горшка помещаю. Не будет видно корней, сразу вам хочу сказать. Но поливать буду только по мере того, как они будут просыхать. Горшок становится легкий с керамзитом. Да и если 1-2 дня орхидея постоит в сухом состоянии, для нее это только лучше. Это будет в горшке побольше, а те две орхидейки будут в горшках 1,6 RT. Я вам не буду сейчас показывать их посадку, потому что после того, как они полчаса проведут в растворе Максима, их надо обязательно просушить. Ну, не их, а корни. Для того, чтобы образовалась вот эта защитная пленка. Так как они у нас глубоко очень утонули, не забудьте после такой обработки промокнуть салфеткой, туалетной бумагой, ватным диском все пазухи и обязательно точку роста. Потом ставим просто в пустой горшок, даем 6-12 часов просохнуть для образования этой пленки. Почему я говорю 6-12? У всех сейчас разная температура. Кто-то живет на севере, кто-то живет на юге. У меня, например, через 3 часа эта пленка прекрасно образуется уже. А кто-то, у кого-то влажность высокая, там будут дольше просыхать корни. Корни становятся почти серебристые, только с небольшим розовым оттенком. Вот это они просохли. Значит, пленочка образовалась. После этого я точно так же посажу в керамзит и буду за ними наблюдать. Полив очень минимальный. Ну, как я всегда делаю со своими орхидеями, я поливаю замачиванием. Такие орхидейки на 15-20 минут в маленьких горшках. И в следующий раз поливаю по мере просушки корней. Не будет видно корней, буду ориентироваться по весу горшка, по состоянию самой орхидеи. Иногда они листиками показывают, что пора полить. Но, как всегда, лучше пусть немного дольше просохнут, чем мы ее зальем и корни начинают гнить. Если вы
не новичок и уже приспособились к поливу орхидей, да, вы можете взять такую орхидею маленькую, пересадить и с нераскукленными корнями, и с такими вот гнилыми корнями. Вы понимаете, как нужно поливать орхидею, чтобы она начала наращивать корни. А вот если вы новичок и в чем-то сомневаетесь, то лучше сделайте пересадку перлит. Нарастите орхидеи корни, потому что перлит – это среднее состояние между торфяным стаканом и сухим содержанием в керамзите. Можете посадить в кору. Вот в какой грунт вам удобно и в каком грунте вам удобно поливать. Я в перлит сажаю как промежуточное состояние между торфяным стаканом, как я уже сказала, и керамзитом по влаге. Перлит немного более влажный, чем керамзит. Керамзит совсем сухой. Чтобы перевести ее в более сухое состояние, чтобы приучить ее к этому. И за это время она хорошо наращивает корни в перлите. Но только перлит нужно тоже поливать так, чтобы он не оставался мокрым. Перлит в себя не впитывает влагу. У него между перлитинками остаются вот эти капельки воды. Но перлит тоже должен хорошо просыхать, чтобы не было гниения корней. Я всегда вам говорю, экспериментируйте, пробуйте, но помните золотое правило. Лучше корни пусть будут сухие, чем долго влажные, мокрые и гниющие. Когда будете соблюдать это правило, и у вас все получится. И даже при пересадке таких орхидей они будут у вас наращивать прекрасно корни. Остались вопросы? Пожалуйста, задавайте. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.